Итак, всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, кто когда смотрит это видео. Сегодня я продолжаю показывать вам модернизацию моего токарного станка. То есть я в одном из прошлых видео показывал, что я забетонировал переднюю бабку. И вот бетон высох, как раз я настроил частотник за это время. И к тому же я еще усилил станину. То есть приварил понизу швеллер, вернее двутавр со старой станины. И приварил треугольниками уголки. То есть сделал ферму треугольную. Мне советовали некоторые зрители делать трубу квадратную. Ну, скажем так, материала мало, и поэтому мне пришлось делать треугольную трубу. Но результат превзошел мои ожидания. Действительно, и бетонирование помогло, потому что сначала я без этого усиления пробовал точить. Ну и вдобавок еще поставил вот эту ферму. И я вам сейчас покажу результат, что получилось. То есть как теперь точит станок. Вроде все у меня тут треугольниками, как положено, как объясняли, рассказывали, как читал. То есть единственное, вот у меня еще вопрос, теперь опять к знатокам этих ферм Уоррена. У меня треугольниками получилась, ну как, треугольная труба. Вот здесь обязательно делать перемычки тоже между рельсами. Потому что, как показать, вот. Я поставил перемычки здесь, ну то есть на каждом соединении уголков, чтобы был опять же вот этот треугольник образовался. И теперь вот здесь мне нужно делать перемычки. Вот так вот, крест-накрест. Дополнительные треугольники. Или нет. Короче, кто в курсе, пожалуйста, напишите. Так, ну в общем-то тут рассказывать больше нечего, нужно показывать. Потому что... Так, ну двигатель у меня пока слабоватый, 1,1 киловатта. Я еще не нашел 1,5 киловатта на свой частотник. Попадаются, вернее попадались мне у знакомых уже все модификации, кроме 1,5 киловатта. И 2,2, и 1, и 0,7, и 0,4. А на 1,5 пока не найду. Ну ничего, потихоньку точу этим. Ну и сейчас вам покажу результат, что получается. Забыл сказать, точить я буду двумя резцами. Сначала вот этим ВК-8, потом вот этим. Недавно он пришел мне, выписывал пластины КНТ-16. Ну и резец под сменные пластины. Вот. Ну а теперь точим. Ну что, поехали. Начинаем.
Вот такой результат. Если на небольшой подаче, на малой подаче, то получается можно снимать. Так. 5 миллиметров я снял сейчас с радиуса. Что-то не ловит. Вот. То есть сантиметр с диаметра, но это очень медленно. Лучше 2-3 миллиметра, но зато гнать быстрее. Так, а теперь КНТ-16 посмотрим, что будет. Опа! ВК-8 свое дело сделал. Теперь поставим вот этот резец. Так, сейчас. Еще завтра должны прийти мне два резца, тоже с пластинами КНТ-16, только треугольными. Один левый, другой правый. Они уже на подходе, завтра должны появиться на почте. Так, ну что, вперед теперь этим резцом проверяем, что будет. Так, все, еще пройтись. Разочек. Так, ну вы видели все равно, что дробление, конечно, присутствует, но это уже при очень большом съеме. Понятно, что для самоделки такой съем это запредельный, во всяком случае для моей самоделки. Ну а так, мне нравится чистота поверхности, все устраивает. Сейчас, наверное, еще разок пройду потоньше, потому что я взял слишком много с самого начала изначально. Попробую сейчас снять несколько десяток, показать, как будет. Все равно хреновасто. До съемок у меня было лучше. Что-то здесь еще не то. Сейчас попробую увеличить частоту, ну, скорость. Поставлю частоту 75.
75 Гц, это максимум, на который я выставил. Попробуем. А может уже просто вал стал тоньше и то есть больше. Ну как, сколько там нужно? Уже забыл, сколько больше диаметров. Ну, то есть надо уже бабку заднюю надо подставлять. Скорее всего, вал играть уже начинает. Возможно, потому что у меня точилось тут чистенько, гладенько зеркало было. Ну ладно, давайте так. Вот, надо было прибавить просто оборотов. Видите, прям зеркало. Обалдеть. Короче, мне нравится, я всем доволен. Еще надо, конечно, научиться обороты подбирать. И подача, от подачи много зависит. То есть, бывает, я начинаю подавать, присутствует такое легонькое дробление чуть-чуть. Только быстрее начинаю подавать, все пошло хорошо. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. Но уже качество мне нравится. Я доволен. И поэтому, в общем-то, уже по большому счету станок, я считаю, готов. Ну, осталось двигатель поставить. И в мае я, скорее всего, его все-таки забетонирую. Вот так как сделал. Потому что даже здесь, на передней бабке, бетон мне помог все-таки. И поэтому я еще забетонирую полностью станину. Теперь больше мне в ней уже менять нечего. Уже жесткость меня как бы устраивает. Я же еще раз повторюсь, что это самоделка. И тут стопроцентного результата ждать тяжело. Поэтому я просто забетонирую. И все, оставлю место под ящики. И буду работать. Теперь уже надо думать, что на нем делать, чтобы показывать на ютубе. Напрягать мозги, какие-нибудь самоделки. Ну все, всем пока. На этой оптимистичной для меня ноте. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И заранее меня извините, сейчас пришла весна, и поэтому видео у меня будет выходить редко. Потому что все-таки основная работа, работаю я трактористом в поле, и времени очень мало. И так ролики снимаю, только вот опять дождь пошел дома. Поэтому кинулся ролик снимать. Но вдобавок еще к роликам в сельской местности много делов во дворе, в огороде, по хозяйству. И поэтому еще раз прошу прощения. До осени будет роликов выходить мало. А с осени уже попрем. Все, всем пока. Удачи.